Друзья, всем привет! Зима, мороз, холод. Как защитить свои орхидеи, если вдруг по каким-либо причинам отсутствует электричество, отсутствует отопление и нету возможности обогревать орхидеи, и нету возможности организовать подсветку и досветку орхидеям, либо какое-то электрическое отопление, если вдруг все везде поотключали, и электричество, и горячую воду, и нету газа в доме. Друзья, вот сегодня я хотел бы на эту тему рассказать о том, что есть у нас в арсенале на нашем канале, и ответить на вопрос, который задала некоторое время назад одна из зрительниц нашего канала, Татьяна. Вот сюда я вставлю этот вопрос и зачитаю. Татьяна Ткачук. Добрый день, Георгий. Подскажите, пожалуйста, как можно сохранить орхидеи в blackout, в холоде? Может, есть какие-то варианты? Заранее спасибо. Я ей в комментарии ответил, что в арсенале есть в нашем, но это не мы придумали, это еще, скажем, из далекого советского прошлого. Как сохранить не только орхидеи, но и вообще свои растения в самую лютую зиму, имея самые обычные подручные средства. Но, друзья, прежде чем ответить на этот вопрос, как защитить орхидеи без электричества, без отопления, без газа, сохранить не то, что там на сутки, на двое, на неделю, но и на месяцы вперед, я прежде хочу немножечко пояснить. Первое. Значит, наши орхидеи, друзья, что касается электричества, они в большинстве своем гибридные. Ну вот все, что вы видите за моей спиной, это гибридные орхидеи, которые специально выводились для домашних, квартирных, домашних вот таких условий, где средняя влажность и средняя освещенность. Даже если у вас не будет светильников, то этим орхидеям достаточно того света, который находится в пределах 1 квадратного метра напротив вашего окна. Неважно, восточное, западное, южное или северное окно. Ну, единственный нюанс, что на южном окне нужно немножко притенять от солнца, чтобы не сгорели листья орхидей. А на всех остальных можно спокойно ставить, ну, за исключением нашего волгоградского солнца, когда орхидеи горят даже на востоке, на восходе, да, в 7 утра. Это было видео на нашем канале. В общем, что хочу сказать, что организовать в отсутствии электричества и света достаточно в 1 метре возле любого окна. Вот на этом метре можно ставить орхидею, и всю зиму, друзья, орхидеи этого освещения, падающего с окна, гибридным орхидеям будет вполне себе достаточно, с учетом раннего потемнения и позднего рассвета. Вот этого времени на 2-3 месяца орхидеям гибридным вполне себе хватит. Другое дело совсем, как организовать теплоту, тепло, сохранить подогрев орхидеям. Вот здесь вступает такая придумка, не мною придумана она была еще десятки лет назад торговцами цветов, которые приезжали с юга в наши центральные регионы, в северные регионы. 8 марта, когда еще стоят морозы на улице, они продавали такие живые цветы, гвоздики, розы, и размещали свои цветочки в таких вот защитных тепловых коробах. И вот сегодня я хочу рассказать и показать, как смастерить из подручных средств вот такой защитный тепловой короб для орхидей. Для этого понадобится, ну, в первую очередь, самое необходимое, это любая вот такая вот пленка, парниковая, либо еще какая-то. Главное, чтобы у нее прозрачность была. Конечно же, чем толще, тем лучше. Обычный скотч и основа для короба — это либо какие-то вот такие вот рейки. В моем случае это 2 сантиметра на 3 сантиметра шириной. Вот такие деревянные рейки. То, что было у меня под рукой, чтобы вам наглядно показать.
Это может быть какие-то пластиковые трубы, это может быть какая-то толстая податливая проволока. В общем, все то, из чего можно сделать короб, такой вот квадрат, прямоугольник, каркас, который мы обтягиваем пленкой. Но, друзья, прежде чем делать такой каркас, нужно организовать основу. Основу — это тепловой лоток. У нас 4,5 года назад на канале выходило видео, в котором я рассказывал и подробно показывал. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео, как я делаю на ледяные зимние подоконники теплые лотки из пеноплекса. Вырезаю либо из пенопласта, либо из пеноплекса. Вот здесь в моем случае это 3 сантиметра толщиной пеноплекс. В 2018 году мы с вами вместе подробно в видео, ссылочку на это видео оставлю в описании под этим видео. Либо заходите в раздел плейлистов. Значит, плейлист называется у нас на канале «Зимний уход за орхидеями», и там все про зимний уход за орхидеями собраны видео, и видео про изготовление этого теплого лотка для подоконника. Там и полив, и уход, и все-все-все, и утепление стекол, все подручными средствами. И вот, значит, вот этот тепловой лоток, он очень хорошо отсекает от холодной поверхности холод между холодной поверхностью и горшком, корнями. То есть нужно организовать сперва низ для орхидей. Можно даже и лотки вот такие не делать. Можно прям на пол положить кусок, метр квадратный, не выдумывая ничего, плоский пеноплекс. Чем толще, тем лучше, квадратный. И сверху уже организовать, друзья, вот такой вот тепловой защитный короб для орхидей. Ну, в моем случае я как раз сделал этот короб под лоток, который только что показывал. Как я его делал, я вставлю сейчас видео кратенькое, вы все поймете. Ничего сложного абсолютно нет. Так, друзья, ну вот заготовки. Это из дерева. Всего их здесь 12 заготовок. 4 длинных по высоте, 4 по длине лотка и 4 по ширине лотка. Лоток у меня вот такой, из пеноплекса сделанный. Их у меня несколько. Это вот на окно специально под мои размеры, левая часть. То есть они у меня на окнах из 2 половинок. Вот это левая и такая же правая. И вот для одной из частей я сейчас сделаю тепловой короб вот из этих вот заготовочек. Так, друзья, ну вот из 4 деталей я сделал первую рамку. С торцов просверлил отверстие шуруповертом обычным, для того, чтобы закрутить вот такие вот саморезы с 4 сторон, по одному на углу, вот так вот. Это у меня, значит, ширина, вот это вот высота. То есть вот такие вот они у меня будут. Сейчас вторую рамку сделаю, и потом эти обе рамки коротышами вот такие между собой соединю. И будет у меня такой объемный прямоугольник. Объемный прямоугольник вот так вот, который со всех сторон, кроме одной, обтянем пленкой. И все. Будет такой короб. Так, друзья, ну вот вторая рамка готова. Сейчас я просто поставил их между собой. Вот одна рамка, вот нижняя, вторая. И поставил вот на эти коротыши. Просто чтобы примерить, показать вам. Я еще их не засверливал вот здесь вот. И не прикручивал. Да, Маська, видите, лапку показывает вам. Говорит, что очень просто даже вот на кухонном столе все это сделать. Ну вот я, собственно говоря, и делаю. Мась, вот такая, да, красота? Да, молодец. Так, ну сейчас я засверлю сверлышками вот этими. Вот так вот сверлышками просверлю. И саморезами
прихвачу 8 саморезов. Раз, два, три, 4. И с той стороны 4. 8 штук. Вот. И все. И короб, тепловой короб, друзья, под свечное отопление для орхидей готов. Мася, ну зачем? Друзья, вот пока присверливал, Маська утащила уже одну детальку мне ее и немножко подрихтовала ее. Вот так вот, видите? Вот, Мася, нельзя. Митя, куда ты смотрел? Чего? Вот так, немножко она мне подровняла. Масямба. Вот бобер. Так, ну все, друзья, короб готов. Вот такой вот он. С другой стороны, в общем, я немножко другие взял саморезы с плоскими. Сейчас покажу, с плоскими шляпками. Вот такие вот, видите. Плоские шляпки, они не раскалывают, в отличие от таких вот, видите, саморезов клинышком. Вот здесь снизу клинышки. Он когда заходит, он на кончике может раскалывать древесину. А вот такая плоская, друзья, шляпка, она прям хорошо, очень хорошо это самое прижимает. Вот. И вот здесь вот у меня получились вот такие вот нормальные прижимные. Так, вот он, друзья, короб готов. Вот он, лоток. Вот он. И короб у нас ставится вот так вот. Мне по размеру, я его специально сделал. Вот, видите. А там внутри 1, 2, может быть 3 орхидеи. Ну, тут в зависимости, куда делаете, какого объема. Теперь вот эту вот верхнюю часть пленкой сейчас обмотаю. И все, короб готов. Так, ну помощники мне помогли обтянуть пленочкой. Вот так вот. Осталось только сверху вот закрепить крышку. Вот, ну и все, собственно, самая обычная парниковая пленка. Вот, скотч, ножницы, 2 помощника. И вот такой вот тепловой короб для защиты орхидей готов. Так, друзья, ну вот, собственно говоря, стоит сам лоток на подоконнике. Вторая половинка, одна должна быть с той стороны, это с другой стороны. Вот такие вот, друзья, красотки орхидеи. Вот. Вот одна. Вот вторая бабочка. Вот такая вот красотка, кстати, детка, которую мы недавно отсоединяли и пересаживали. Вот так вот одна. Вторая. Вот я их ставлю. Сейчас накрою их вот этим вот кожухом тепловым. Опа. Вот так вот. Хоп. Вот. И все. И вот сейчас подожгу свечку, и орхидеи будут чувствовать себя в тепле. Вот. Немножко нужно оставлять вот здесь вот щелочку снизу, чтобы поддувал внутрь воздух. Ну а тут можно сверху сделать пару дырочек, чтобы воздух выходил. Вот так вот это примерно, друзья, выглядит. Все, друзья, и вот таким вот образом, значит, этот тепловой лоток мы устанавливаем на защитный тепловой, вот этот вот не лоток, а каркас, короб на тепловой лоток. Туда ставим внутрь любую вот такую вот свечку, поджигаем ее, вот так вот устанавливаем.
Значит, что хочу сказать. Количество свечек, объем свечек, толщина свечек, они играют роль вот для объема. Чем больше, чем выше объемы каркасов вот этих вот, чем больше площадь, соответственно, тут уже методом подбора и градусника своего вы уже подберете, сможете подобрать необходимое количество свечек. Они горят долго, стоят копейки, не надо ни электричества, ни газа, ничего. Вот, пожалуйста, все, вот так вот организовали, сделали, поставили. Методом проб и ошибок отрегулировали температуру, где-то снизу побольше дырочек сделали, где-то сверху сделали дырочек, чтобы воздух циркулировал и задерживалась нужная температура для орхидеи. Единственное скажу, что значит, минимальная температура для, значит, для корней орхидей, да и для самих корней, минимальная температура это 15, ну еще можно 14 градусов. При этой температуре орхидеи безболезненно, ее без особого стресса переносят и ничего не замораживаются, ни корни, не погибают сами орхидеи. То есть вот 14-15 градусов это минимальная температура. Максимальная температура это ну, до 42 градусов. Но при 40 градусах, друзья, у орхидеи перестают работать корни. Орхидея закрывается сама в себя и в себе начинает проводить этот фотосинтез, то есть она замыкается, корни перестают работать, потому что слишком высокая жара, поэтому оптимальнейшая температура это днем это максимум 28 градусов, а ночью это минимум 15, 14, лучше 16 градусов, вот они промежуток, вот такой вот. Все, друзья, и орхидеи будут у вас защищены. Единственный момент, что, значит, чтобы от свечки пламя особо, ну, скажем так, не пострадали листья, можно взять, вот, у меня вот есть вот такой вот ароматизатор, вот, тепловой ароматизатор, когда вот здесь вот внутрь туда вставляешь вот такую свечку, свечка подогревает емкость вот здесь вот, в которую, ну, я наливаю там ароматизированное масло, оно испаряется и источает аромат. Вот вместо масла можно воды сюда налить, свечку внутрь поставить, язык пламени не будет ничего вверху прожигать, тепло, как тепловой такой вот мини-печечка будет греться, плюс испарять воду, теплая вода, необходимая влажность, то есть все плюшечки для ваших орхидей, чтобы они любой блэкаут всем назло пережили и все с ними было хорошо. Вот, друзья, в общем, вот что я хотел рассказать. Всем, друзья, хорошего настроения. Пусть ваши орхидейки не болеют, пусть они, не дай бог, при всех сложившихся плохих обстоятельствах выжили всем бедам назло. И пусть с ними будет все хорошо. Все, друзья, всем добра, здоровья и мирного неба над головой.